Итак, тема сегодняшней лекции – социальная мобильность. Как сделать карьеру? Первый вопрос. Сущность понятия социальная мобильность. Пример вертикальной мобильности – это переход человека с должности рядового школьного учителя на должность директора школы. Пример горизонтальной мобильности – это переход с должности учителя в одной школе на должность учителя в другой школе. Петерим Сорокин стал основателем теории социальной мобильности и назвал лифты вертикальной мобильности. Второй вопрос. Групповая мобильность. Делать карьеру можно в одиночку или группой. Существует индивидуальная или групповая мобильность. Когда существуют кастовые, расовые или сословные привилегии, ограничения на индивидуальную мобильность, тогда представители низших каст, сословий и рас могут попробовать устроить бунт, чтобы добиться отмены этих ограничений и всей своей группой подняться вверх по ступеням социальной лестницы. Такой тип личности, как теоретик, вроде меня, всегда пытается делать карьеру в одиночку, поэтому он является наименее успешным в административной карьере. Примеры групповой мобильности. Первый пример. Конфликт клик за власть внутри бюрократической пирамиды. Например, клика Берии и Маленкова победила клику Жданова в рамках Ленинградского дела. Жданов умер от инфаркта, а всех его людей из его книги казнили в тюрьме. Второй пример групповой мобильности. В Древней Индии каста брахманов, то есть священников, добилась превосходства над кастой кшатриев, то есть воинов. Это стало примером коллективного восхождения брахманов. Третий пример групповой мобильности. Большевики до Октябрьского переворота были изгоями. Во время Октябрьского переворота, большевики преодолели огромную социальную дистанцию. В результате большевики все вместе поднялись до статуса, который раньше занимала царская аристократия. Это служит примером коллективного восхождения большевиков. Следующий пример. Социальный статус римского папы и епископов за последние 3 столетия понизился. Это служит примером коллективного снисхождения. Еще один пример групповой мобильности. Статус афроамериканцев в Америке повысился за последние 150 лет в результате отмены рабства и получения ими гражданских прав. Дошло до того, что мулат, психолог Барак Обама, то есть наполовину негр, стал президентом США. Еще один пример. Статус женщин в развитых странах мира повысился за последние 100 лет в результате получения ими гражданских прав. И последний пример групповой мобильности. Статус рабочего класса за последние 100 лет повысился в результате получения его представителями гражданских прав, то есть голосовать, получать пособие по безработице. Они получили право на забастовку и различные пособия по безработице, по болезни, по старости, по инвалидности. Следующий вопрос. Подвижные и неподвижные типы
общества. В подвижном типе общества степень вертикальной мобильности очень велика, а в неподвижном типе общества вертикальная мобильность очень мала. Пример второго рода, то есть низкой мобильности, это кастовый строй в Индии. Хотя степень вертикальной мобильности никогда не равна нулю, даже в древней Индии. Все равно можно было сделать карьеру в редких случаях. Степень вертикальной мобильности должна быть ограничена. На каждом этаже должен существовать сито, просеющие индивидов, иначе на руководящих постах могут оказаться непригодные для этой роли люди, и все общество может из-за этого погибнуть во время войны или в результате отсутствия реформ. То есть нельзя, чтобы вертикальная мобильность была слишком большой. Степень вертикальной мобильности можно измерить, например, по доле выскочек среди правителей и высших чиновников, вычислены в процентах. Эти выскочки начали свою карьеру из среды бедняков и закончили правителями. Сорокин показал различия между странами по степени вертикальной мобильности. Например, Западная Римская империя 45%. Ну, он вычислил, опять же, я говорю, по количеству правителей, которые вышли из бедняков. Итак, Западная Римская империя 45% правителей вышли из бедняков. Ну, там были солдатские императоры. Дальше. Восточная Римская империя. Это 27%. Это Византия. Россия до Октябрьского переворота 5%. То есть вообще низкая мобильность. Там аристократы правили. Эти 5%, наверное, были самозванцы, которые стали царями. Ну, уже Дмитрий I. Так, Франция. Ну, это в начале 20 века. 4%. Англия 5%. США. Ну, это в начале 20 века. 48%. То есть 48% президентов вышли из бедняков. Президенты Франции и Германии 23%. Так, следующий вопрос. Тестирование ситом. В любом обществе есть много желающих продвинуться наверх, но достичь этой цели удается немногим, так как этому препятствует сито на каждом этаже социальной иерархии. Когда человек приходит устраиваться на работу, его оценивают по нескольким критериям. Первый критерий – семейное происхождение. Хорошая семья способна дать своему ребенку хорошую наследственность и хороший уровень образования. На практике этот критерий применялся в Спарте, в Древнем Риме, в Ассирии, в Египте, в Древней Индии и в Китае. Но вот в Китае сын наследовал статус и профессию отца. Ну и в Древнем Риме тоже. Современная семья нестабильна, поэтому сегодня начинает складываться норма оценивать личность не по семейному происхождению, а по личным качествам. Еще Петр I в России ввел табель о рангах, согласно которому продвижение по службе зависело не от породы, а от личных заслуг. Второй критерий, по которому оценивают человека при приеме на работу – уровень образования. Функция школы состоит не только во вливании знаний, но и в том, чтобы при помощи экзаменов
и наблюдений определить, кто талантлив, а кто нет, чтобы отсеять неталантливых. Если школа тестирует интеллект учеников, то церковь – моральное качество. Еретиков и язычников не допускали до ответственных постов в церкви. Профессиональные организации перепроверяют соответствие способностей человека записи в дипломе об образовании. Профессиональные организации тестируют специфические качества людей. Голос у певца, силу для борца. На работе каждый день и каждый час становится для человека экзаменом на профпригодность. Этот тест можно считать окончательным. Следующий вопрос. К чему приводит перепроизводство или недопроизводство элиты? Соотношение количества людей в элите и всего населения должно быть оптимальным. Перепроизводство количества людей в элите может приводить к чрезмерным тратам на нее, к жесткой конкуренции между ее членами, гражданской войне или революции. Например, султан в Турции имел большой гарем и много сыновей, которые безжалостно начинали уничтожать друг друга после смерти султана в борьбе за престол. Это перепроизводство в элите. Другой пример. Слишком большое число принцев и принцесс в маленькой Эсватане, непомерной нагрузкой легло на бюджет. Так, недопроизводство элиты из-за низкой рождаемости среди высших слоев или уничтожения приводит к необходимости отдать часть элитарных позиций людям, не прошедшим селекцию. Это вызывает социальную нестабильность и глубокие противоречия внутри элиты между вырожденцами и выскочками. Например, противоречия между выскочками, ими были Екатерина I, Меньшиков, Головкин, Ягужинский, Толстой, это после смерти Петра I. И вырожденцами, это князья Долгорукие, Голицыны, князь Репнин. Это привело к череде вооруженных дворцовых переворотов. Слишком строгий контроль при отборе элиты часто приводит к полной остановке лифтов, к вырождению элиты и к подрывной деятельности низкостоящих правителей по призванию, которые не могут сделать легальную карьеру и стремятся физически уничтожить вырожденцев и занять их элитарные позиции. Следующий вопрос. Эту тему я написал на основе работы Сорокина. То есть авторами этого вопроса являются Петерим Сорокин, и я, Валерий Стариков. Итак, выбор лифтов вертикальной мобильности для различных типов личности. Выбор лифта социальной мобильности имеет большое значение при выборе профессии и при подборе персонала. Петерим Сорокин назвал 8 лифтов, по которым люди перемещаются вверх или вниз по ступеням социальной лестницы в процессе персональной карьеры. Теория о типах личности позволяет сделать рекомендации по выбору этих лифтов. Психолог и техник являются полными противоположностями друг другу. Спикер и теоретик тоже являются противоположностями друг другу. Поэтому
технику категорически запрещено выбирать лифты, рекомендованные для психолога. А спикеру нельзя выбирать лифты для теоретика. В крайнем случае спикер может выбирать лифты, рекомендованные для психолога или техника. Но спикер будет всегда несколько уступать этим типам в профессиональном отношении при использовании их лифтов. Ну и другие типы, соответственно. То есть теоретику нельзя выбирать лифты, рекомендованные для спикера, ну и так далее. Таким образом, существует 8 лифтов вертикальной мобильности. Первый лифт – армия. 36 римских императоров, это Цезарь, Август и другие, из 92 достигли своего положения благодаря службе в армии. Итак, 36 римских императоров из 92. 12 византийских императоров из 65 достигли своего статуса по этой же причине. Этот лифт, то есть армия, предназначен для спикеров. Спикеры лучше других типов личности умеют управлять солдатами, имеют склонность к авантюризму, умеют принимать правильное решение в сжатые сроки и в условиях отсутствия полной информации об обстановке. Все великие полководцы были спикерами. Это Александр Македонский, Гай Юлий Цезарь, Наполеон I Бонапарт, Александр Невский, Александр Суворов, Михаил Илларионович Кутузов, Оливер Кромвель, Георгий Жуков. Появление в современной армии большого количества сложной техники открыло возможности для трудоустройства техников на второстепенных ролях. Второй лифт – церковь. Значение этого лифта достигло апогея в средние века, когда епископ был одновременно лендлордом, то есть владельцем земли. Когда римский папа мог отправлять в отставку королей и императоров. Например, римский папа Григорий VII в 1077 году низвложил, унизил и отлучил от церкви германского императора Генриха IV. Римский папа проиграл борьбу против королей, и в XIV веке римские папы оказались в плену у французских королей в городе Авиньон. Климент V стал римским папой вскоре после поражения папы Бонифация VIII в конфликте с королем Франции Филиппом IV Красивым. В 1303 году Бонифаций VIII был арестован, избит заговорщиками и вскоре умер. В 1309 году папа Климент V переехал в Авиньон. В 1377 году Григорий IX вернулся в Рим. Римский папа вернулся в Рим из плена. К этому времени папство утратило былую роль в политической жизни Европы. Из 144 римских пап 28 были простого происхождения, 27 вышли из средних классов. Институт целибата запрещал католическим священникам жениться и иметь детей, поэтому после их смерти освободившиеся позиции занимали новые люди, что препятствовало образованию потомственной олигархии и ускоряло процесс вертикальной мобильности. Ну, еще один пример. Пророк Мухаммед сначала был простым купцом, а затем стал правителем Аравии. Этот лифт, то есть церковь, предназначен для психологов.
В церкви на роль священников подбирают исключительно мужчин, поэтому женщины-психологи вынуждены реализовывать свои способности в монастыре, в секте, в занятии колдовством и черной магией. Психологи, в отличие от других типов личности, обладают склонностью к духовности и к фанатической вере в сверхъестественные силы. Но к руководству церкви иногда проникают спикеры, полностью лишенные фанатизма. Все основатели религии, это Христос, Мухаммед, Будда, были психологами. Третий лифт – школа и научные организации. В Древнем Китае школа была главным лифтом в обществе. По рекомендации Конфуция была построена система образовательной селекции, то есть отбора. Школы были открыты для всех классов. Лучших учеников переводили в высшие школы, а затем в университеты. Оттуда лучшие ученики попадали в правительство и на высшие государственные и религиозные посты. Наследственная аристократия отсутствовала. Правительство мандаринов в Китае было правительством интеллектуалов, которые умели писать литературные сочинения, но не разбирались в бизнесе и не умели воевать. Поэтому Китай не один раз становился легкой добычей для кочевников, монголов и маньчжуров, и для европейских колонизаторов. В современном обществе главным лифтом должны быть бизнес и политика, а школьный лифт имел большое значение, например, в Турции при Сулеймане Великолепном, это 1522-1566 годы, когда талантливых детей со всей страны отправляли в специальные школы, затем в корпус янычар, затем в гвардию и в государственный аппарат. В Древней Индии низшие касты не имели права на получение образования. То есть школьный лифт двигался только по верхним этажам. Сегодня в США нельзя занимать государственную должность без университетского диплома. Из 829 британских гениев 71 были сыновьями неквалифицированных рабочих. 4% академиков России вышли из крестьян. Например, Михаил Ломоносов. Этот лифт школа предназначен для теоретиков. Единственный лифт предназначен для теоретиков. Именно теоретики способны учиться от души. Ученики-спикеры не любят учиться. И учатся только ради хороших отметок. Поэтому именно спикеры являются организаторами срыва уроков. То есть, школа не для спикеров. Единственный лифт, который не предназначен для спикеров. Техники являются зубрилами. Психологи стремятся выпрашивать у учителя хорошие отметки. То есть, техники и психологи учатся средне в школе. В науке существует следующее разделение труда. Это роль создателя теории. Она предназначена для теоретиков, понятно. И вторая роль экспериментатора для техников. Спикером, склонным к плагиату, то есть к списыванию, остается роль организатора научных конференций, а психологам роль утописта в науке. Все утописты, Карл Маркс, Платон были психологами. Все великие ученые, это Евклид, Архимед, Аристотель, Исаак Ньютон, Михаил Ломоносов, Агюст Конт, были теоретиками. Все изобретатели в области технических наук, например, Майкл Фарадей и Томас
Эдисон были техниками. Все утописты, я уже сказал, Платон, Маркс были психологами. Следующий, четвертый лифт, это политический лифт, то есть правительственные группы и партии. Первым сортом в политике является спикер, вторым сортом психолог, третьим сортом техник, ну а четвертым сортом теоретик. Именно спикеры умеют побеждать в таких видах политического конфликта, как выборы. То есть на выборах побеждают обычно спикеры. Дальше. В восстании они побеждают спикеры. И в гражданской войне. Именно спикеры умеют управлять политической партией и командовать вооруженным отрядом. Психолог обладает самым высоким уровнем мастерства при организации заговоров, политических убийств, ну самые подлые психологи, террористические акты, закулисная борьба бюрократических клик. А эта борьба, клик, идет в любой конторе, то есть в правительстве тоже. Вот они и побеждают. А потом становятся правителями и не знают, что делать. Роль тирана предназначена для психолога. Все тираны были психологами. Техник способен получить власть только по наследству или по протекции. Роль чиновника предназначена для техника. То есть правитель это спикер чаще всего, а вот чиновник это техник. Роль советника правителя предназначена для теоретика. Спикеры в политике являются львами, а психологи – лисами. Техники являются консерваторами. Теоретик является реформатором. Ну, например, Борис Ельцин, Михаил Горбачев, Никита Хрущев, Владимир Ленин, Петр I, Екатерина II, Рональд Рейган, Билл Клинтон, Уинстон Черчилль, Бенито Муссолини, Владимир Жириновский, Юрий Лужков, Борис Немцов. Они все были спикерами. То есть подавляющее большинство. Примеры психологов в политике. Это Иосиф Сталин, ну, тиран. Адольф Гитлер, опять тиран. Иван Грозный, тиран. Нерон, Калигула, тоже тираны. Леонид Брежнев, вот он был психологом, но не тираном. Он был слабаком. Ну и примеры техников это Владимир Путин, Молотов, Косыгин, российский император Николай II, Джордж Буш, российский император Николай I, российский император Александр III. Вот все они были техниками. Ну и примеры теоретиков в политике это Егор Гайдар, Герман Греф, Андрей Сахаров, Анатолий Собчак. Ну, они обычно, их политическая судьба не вполне удачна. Ну, это лифт для спикеров, а не для этих теоретиков. Так, следующий лифт, пятый. Искусство, или другими словами шоу-лифт. Среди самых известных литераторов Франции 13% были из рабочей среды. Так вот, искусство, этот лифт предназначен для психологов и отчасти для спикеров. Ну, спикеры там вторым сортом идут. Будет отдельный вопрос на эту тему. Отдельный параграф. Следующий лифт. Печать, телевидение, радио. Газеты и телевидение могут обеспечить известность и продвижение. Этот информационный лифт и профессия журналиста предназначен для спикеров, которые в совершенстве владеют
популярными стилями изложения, состоят в близком знакомстве с большим количеством людей, находятся в курсе всех слухов, обладают ораторскими способностями. Техники и психологи являются вторым сортом в журналистике. Технику можно доверить. Роль диктора, он будет там читать по бумажке, которую ему написали. Так вот, техник способен с выражением прочитать чужой текст по бумажке. Психологу можно доверить сочувственное изложение биографии великих личностей, описание их внутреннего мира, обзор мира искусства. Информационный лифт является очень скользким и быстрым лифтом. С помощью этого лифта можно за один день взлететь вверх или скатиться вниз. Например, многие звезды эстрады становились популярными после исполнения по телевидению только одного шлягера. А некоторые министры лишались своих постов после показа по телевидению компрометирующих материалов об их похождениях в публичном доме или об их связи с мафией. Следующий лифт – экономические организации или бизнес-лифт. Накопление богатств – это самый надежный путь наверх. В условиях соблюдения законности, в условиях социальных катаклизмов богатство можно легко отобрать. Нищий аристократ не способен сохранить социальный престиж. В Древнем Риме огромным влиянием пользовались такие богатые, предприимчивые рабы, как Трималхион, Палладий, Нарцисс. Царь Нумидии Югурта путем подкупа должностных лиц Рима добивался поддержки Рима в своей борьбе за престол в конце II века до нашей эры. Изгнанный в конце концов из Рима, он называл Вечный город продажным городом. Грейтон описал восхождение английской буржуазии. Пока аристократия и земельное дворянство в XV веке уничтожали и разоряли друг друга, средний класс шел в гору, накапливал богатство. В результате нация однажды проснулась, узрев новых хозяев, то есть предпринимателей. Средний класс за деньги покупал все желаемые титулы и привилегии. Этот лифт, то есть бизнес, предназначен для спикеров и отчасти для техников и психологов. Примером спикера-предпринимателя является Владимир Брынцалов. Но сегодня он уже скатился, разорился, нищий. Спиртом торговал. Купил заводы по производству спирта. В качестве примера психологов-олигархов можно указать на Бориса Абрамовича, на Березовского. Ну, он плохо кончил, Березовский. Говорят, повесился в Англии. Михаил Ходорковский тоже был психологом. Ну и Роман Абрамович. Создается впечатление, что эти психологи сумели путем махинаций и личных связей в Кремле присвоить значительную часть бывшей государственной собственности в период приватизации. А сегодня они не выдерживают честной конкуренции со спикерами. Следующий лифт, последний. Семья и брак. То есть выйти замуж за богатого. Вот рецепт карьеры. Для психологов, кстати. По древнеримскому закону, если свободная женщина выходила замуж за раба, то ее дети становились рабами. Сын рабыни и свободного человека становился рабом. Существует сегодня
притяжение богатых невест и бедных аристократов. Тогда в случае брака оба партнера получают взаимную выгоду. Невеста получает титул, а жених – богатство. Семейный лифт предназначен для психологов и отчасти для спикеров. Спикер имеет максимальный успех в любви, а психолог способен поддерживать любовные связи с максимальным количеством представителей противоположного пола. Выйти замуж за богатого – это лучший способ сделать карьеру для психологов. Именно психолог способен отбить, женщина-психолог, способен отбить богатого мужа у своей соперницы. С помощью семейного лифта сделали карьеру такие психологи, как Екатерина I, Борис Годунов и отчасти спикер Екатерина II. Екатерина I, настоящее имя Марта Скавронская, была настоящим психологом по типу личности и всю жизнь ходила по рукам. Сначала она была служанкой у пастора Эрнста Глюка, затем ее выдали замуж за шведского драгуна Иоанна Круза, который пропал без вести. Затем она попала в плен к русской армии, затем она стала любовницей русского фельдмаршала Бориса Шереметьева, затем любовницей Александра Меньшикова, а затем любовницей царя Петра I, а затем законной женой Петра I и русской правящей императрицей после смерти Петра I, когда вместо нее фактически правил Меньшиков. Борис Годунов удачно женился на дочери Малюты Скуратова, главного палача у царя Ивана Грозного. Затем Борис Годунов сумел выдать замуж свою сестру Ирину за будущего царя Федора Иоанновича. Романовы обвиняли Бориса Годунова в организации убийства второго сына Ивана Грозного и наследника престола. Этот царевич Дмитрий был убит. Так Борис Годунов стал русским царем. Екатерина II вышла замуж за наследника русского престола Петра III. Затем она организовала заговор, арест и убийство своего мужа. Для техника и теоретика, как для потенциальных жертв роковой любви, проблема заключить брак является самой серьезной проблемой в жизни. То есть именно техники не умеют жениться или выйти замуж. Так, по моему мнению, существует эволюция происхождения лифтов социальной мобильности. Все эти лифты возникали по очереди. После возникновения нового лифта значение ранее возникших лифтов снижалось. Эти лифты оказывались устаревшими, а новые лифты становились главными по значению. Семейный лифт возник первым еще при первобытном обществе. Чтобы сделать карьеру с помощью семейного лифта, нужно было выйти замуж за вождя племени. Такие лифты, как армия, правительственные группы, церковь, искусство, школа и наука, возникли при рабовладении. Такие лифты, как бизнес, печать, возникли при капитализме. Таким образом, при первобытном обществе главным по значению лифтом был семейный, при рабовладении армия и правительственные группы, при феодализме армия, правительственные группы и церковь. При капитализме это главные лифты, это бизнес, правительные группы и печать. Спикеры являются наиболее перспективными кандидатами при использовании 4 лифтов. Это армия, политика, печать, бизнес. И спикеры являются отчасти перспективными кандидатами при использовании еще 2 лифтов. Это шоу и семья. То есть спикеры везде лезут. Они даже в науку лезут.
Ну, там они совершенно непригодны. Ну, все равно делают карьеру за счет личных знакомств. Так, психологи являются наиболее перспективными кандидатами при использовании 3 лифтов. Это церковь, шоу, семья. Ну, тоже неплохо. 3 лифта из 8. Ну, хотя, конечно, немножко устаревшие лифты. И психологи отчасти являются перспективными еще в 3 сферах. Это политика, бизнес и пресса. Но значение церкви и семьи сегодня снизилось, так как эти лифты являются устаревшими. Излюбленная для психологов роль тирана и тайные методы борьбы в политике сегодня являются устаревшими. То есть сегодня запрещены заговоры, политические убийства, тирания, они просто запрещены. В распоряжении психологов остается лишь один современный лифт. Это шоу-лифт. Именно психологов часто ждет крах в карьере. Поэтому психологи стремятся вести паразитический образ жизни за счет других типов личности. Чтобы оправдать свою неспособность делать профессиональную карьеру, психолог занимается несбыточными мечтами и утопиями о коммунизме, как Карл Маркс, об идеальном государстве, где правят прирожденные аристократы, так делал Платон, о мировом господстве германской нации, об этом мечтал Гитлер, но плохо кончил. О возвращении в золотой век, то есть первобытное общество, об этом мечтал психолог Жан-Жак Руссо. Но психолог является самым непревзойденным мастером закулисной борьбы, который идет в любой организации, в которой он способен победить даже спикеров. Например, психолог Сталин и психолог Леонид Брежнев победили всех своих противников, то есть даже спикеров в борьбе за власть. Техники являются вторым сортом при использовании 4 лифтов. Это армия, наука, бизнес, шоу. Тоже неплохо. Теоретики являются наиболее перспективным кандидатом при использовании только одного научного лифта. Вот ему, теоретику, трудно сделать карьеру. И в его распоряжении один научный лифт. Можно сделать вывод, что спикер способен сделать головокружительную карьеру и пересаживаться с одного лифта на другой. Спикер способен сделать несколько карьер в разных профессиях в течение жизни. Спикер демонстрирует максимальную предприимчивость в достижении цели, даже с помощью преступных средств. Его головокружительная карьера представляет собой последовательность неожиданных взлетов и катастрофических падений. Примером может служить карьера Бориса Ельцина. То его отправили в отставку, то он стал президентом, то спился. Теоретики способны сделать карьеру, теоретики способны сделать карьеру с помощью только одного научного лифта за счет малого количества достойных конкурентов. Так как доля теоретиков в популяции 3%, а может даже 1%, она ничтожна. То есть в науке они самые лучшие, но их мало, поэтому вполне. Карьера теоретика напоминает железную дорогу, от станции к станции, от этапа к этапу, строго по расписанию, по долгосрочному плану, но теоретик не способен сделать никакой другой карьеры, кроме научной. Сделать карьеру в одиночку без поддержки друзей и соратников представляется трудной задачей. Техники занимают стабильное среднее положение на социальной лестнице за счет того, что они являются вторым,
а не последним сортом при использовании многих важных лифтов. Техники делают карьеру медленно и верно. Техники старательно ползут вверх по ступеням социальной лестницы и никогда не пересаживаются с одного лифта на другой. Они предпочитают получать власть по наследству. Ну, у нас сегодня президент России Владимир Путин является техником. Вот так. То есть вполне могут сделать карьеру. Так, следующий вопрос, последний. Влияние других факторов на степень успеха в карьере. Опираясь на результаты эмпирических исследований, можно утверждать, что на степень успеха в карьере влияют и другие факторы, например, раса и пол, наличие образования, род занятий родителей, размер семьи, место жительства. Более успешными в США являются представители белой расы. Дальше. Мужчины, имеющие высокий уровень образования. Исключением из этого правила служит карьера президента США, афроамериканца Барака Обамы. То есть он был наполовину черным, ну, мужчина, конечно. Результаты исследования социальной мобильности между поколениями показывают, что 40% детей квалифицированных рабочих, это синие воротнички, поднялись на ступеньку вверх и стали представителями среднего класса. То есть 40% рабочих стали представителями среднего класса, белыми воротничками. А 30% детей из среднего класса опустились на одну ступеньку вниз и стали квалифицированными рабочими. Ну, лично я вот был и учителем, то есть представителем среднего класса, и квалифицированным рабочим. Да просто платят очень мало учителям. Квалифицированный рабочий получает больше. В постиндустриальном обществе растет количество белых воротничков и снижается количество синих воротничков. То есть рабочих становится квалифицированных все меньше и меньше. Ну, просто роботы работают вместо рабочих. Горизонтальная мобильность между поколениями равна примерно 80%. Именно такая доля детей меняет профессию отца на другую профессию. Вот мой отец был, например, киповцем, а я стал электриком и учителем. Так, американская мечта – это надежда на головокружительный успех в карьере. Из хижины в президентский дворец. Это вот американцы мечтают. Начиная с 1970 года в американской экономике начался период застоя из-за повышения цен на нефть и возросшей конкуренции в области автомобилестроения и электроники со стороны таких стран, как Япония, Южная Корея, Китай. Японские, китайские и корейские рабочие имеют более низкий уровень заработной платы. Ну, а сегодня, скажем, китайские рабочие тоже. И являются более трудолюбивыми по сравнению с американскими рабочими. Производство в этих отраслях переносится из США в эти страны, что приводит к оттоку рабочей силы в США из производства в сферу обслуживания. То есть американские рабочие переходят в сферу обслуживания, что в свою очередь сопровождается снижением заработной платы. Из-за этого в США возросло число людей, работающих в нескольких местах, и число молодых людей, которые не могут покинуть родительский дом, не могут купить собственный дом и вынуждены позднее вступать в брак.